Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Спасибо. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. И не стесняйтесь, ставьте лайки. Тема сегодняшнего расклада. Кто плетет интриги в вашем окружении? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если без себя вы узнаете, то есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Первая карта. Она таки читается. Муза. Яркая. Харизматичная. Женщина, которая умеет производить впечатление первое и последующее, удерживать этот фокус внимания на себе. Тут не обязательно идеальная красотка. Тут, в принципе, харизма, энергетика. Подача себя, да. В принципе, женщина, которая прекрасно знает все свои позитивные, если можно сказать, да, стороны, знает, как это правильно применять, все эти женские, если можно сказать, уловочки. Манкая, привлекательна для противоположного пола, талантливая очень по этой карте проходят девочки. Восхищаются многие вами. Не обязательно мужчины, тут и женщины могут с вас брать пример, где-то подмечать, может быть, перенимать, может быть, манеру общения, умение как-то там, уже не знаю, может, как это правильно, комбинировать элементы одежды, этот гардероб подбирать, может, стиль в одежде, вот такое что-то как-то, как будто бы, может быть, даже какие-то интонации, да, может быть, манеру общения, что-то такое могут за вами подмечать, перенимать, потому что есть что подмечать, есть что перенимать. Так, сейчас, какая вы еще? Интересно. Женщина, для которой очень важно, почему-то это показывают, нежность, забота, защита, ну, как будто бы в мужчинах, в сильной половине человечества. Если вы уже там подходите к выбору спутника жизни, то для вас это очень важно, чтобы рядом было надежное плечо, где-то вот эта вот внимательность, может быть, у кого-то опека даже какая-то, вот очень часто идет, девочки, вот эта гиперопека идет часто с гиперконтролем, поэтому аккуратней, мне почему-то так идет оно, не знаю почему. Девочка, для которой очень важно дом, семья, поддержка близких, для вас это очень важно. Ведающая по карте ведьма, увлекаетесь эзотерикой, понятно, расклады Таро, обладаете тайными знаниями, у кого-то элементарно это извините, элементарно это увлечение психологией, для вас очень это важно, интересно, может быть, посмотреть как-то на какую-то проблему, не просто так как все смотрят, да, с каким-то таким, может, подтекст какой-то увидеть, философский подтекст. Так, вот эти две карты сейчас уточню, чем это. Могу, конечно, прочитать в контексте того, что я сказала, что горе от ума отчасти, да. Ну, тут чуть-чуть другое. Сейчас. Так, это вы. Ух ты. О чем это? Ой, девочки, ну не хочу я всем сюда это, не то что приписывать, не зарекаюсь, ни от чего не зарекаюсь. И, знаете, тоже всегда говорю, твое дело, твое тело, твое дело. И тоже никто из нас ни от чего не застрахован. Поэтому у кого-то тут такая какая-то ситуация с этим наличием третьего фактора в взаимоотношениях. У кого-то, может быть, влюбились там в мужчину, который не свободен, или вы не свободны. Потому что карта воровства часто об этом говорит. И тут вот мне так кажется, тут у вас какие-то проблемы. У кого-то это на уровне эмоциональной, да, эмоционально пострадали, боль вам причинили, где-то отчасти сами себе могли причинить эту боль, где-то старались, может быть, надеялись на то, что если партнер
может, уйдет из семьи или как-то отношения там. Вы могли догадываться, то, что вы не одна во взаимоотношениях. Или у вас тоже еще двое мужчин. Может быть, у кого-то так проиграется. Тут много карт об этом говорят. И отчасти я должна это озвучить. Тут рядом карта хамелеон. Я могла, конечно, кому-то другому приписать, но это карта вопрошающей. То есть мне такая идет ситуация, что вы какое-то длительное время пытались приспособиться к какой-то ситуации, где были наличие третьих лиц. Или это же, у кого там не проигрывается, что там мужчины, двое женщин. Может быть, пытались приспособиться, если это влияние третьих лиц, это со стороны мужа могли быть, допустим, какие-то советчики, там родные, близкие, вплоть до того, что друзья могли постоянно влазить. Тут какая-то такая ситуация болезненная. Мне идет ощущение того, что вы и так старались, и так приспособиться к этой ситуации. Может быть, ждали разрешения этой ситуации, давали себе шансы, себе, какому-то мужчине. Вот тут уж не знаю. Тут даже оно, честно говоря, иногда вот воровство это проигрывается это в связи с тем, что мужчина не свободен. А карта трио, леса, это в принципе может говорить о том, что в вашу жизнь приходили люди, вот, пытались влезть, навязать, может быть, свои правила игры. Может, советы эти умные давали, когда никто их не спрашивает. Почему-то мне говорят, что вы вот тут длительное какое-то время пытались в этом всем жить, как варились в каком-то котле. Кто-то пошел даже в изучение этой же психологии, эзотерики, для того, чтобы, может быть, эти расклады посмотреть как подсказки. У кого-то по психологии эти советы то же самое. Пытались разобраться, почему вы в такой ситуации оказались, и как дальше из этого всего, хочу сказать, вылазить, да, находить выход из какой-то где-то тупиковой ситуации. Ну вот как-то так, что-то как-то неприятно, болезненно. Но мы там не снимаем ответственность из себя, там тоже там такое, как будто бы вы уже что-то осознавали, но какое-то время продолжали в этом находиться, пытались приспособиться, да, к тому, что вообще тяжело, к чему трудно приспособиться. Тяжело, даже нереально к этому было приспособиться. Так, почему-то мне так идет. Смотрим, кто плетет интриги в вашем окружении, да? И что это за интриги? Так, что это за люди, которые плетут интриги в вашем окружении? Может, человек какой-то? И какого рода эти интриги? С чем это связано? Кто плетет интриги в вашем окружении? Какого рода эти интриги? Кто плетет интриги в вашем окружении? Какого рода эти интриги? Кто плетет интриги в вашем окружении? И какого рода эти интриги? Кто плетет интриги в вашем окружении? И какого рода эти интриги? Так, на прямых, девочки. Так, кто плетет интриги в вашем окружении? Ух ты. А знаете, такое ощущение, как будто бы странно. Это человек, кто был в прошлом вашим другом, а сейчас почему-то глаза у этого человека завязаны. Как будто бы человек пытается то ли забыть то, что вы его друг, то ли... Сейчас я уточню, о чем это. Странные карты такие. В прошлом 100% как ваш друг. Угу. Так, почему у этого человека завязаны глазки? Разрешение с вами? О чем это вообще? А ну давайте для начала, это мужчина или женщина? Хотя по этой карте очень похоже на женщину. Может, это ваша карта? Ну, так, это ваша карта. Нет, мужчина.
Странно. Так. Это мужчина или женщина? Плетет интриги в вашем окружении. Это мужчина или женщина? Это мужчина или женщина? Похоже на мужчину опять. Мужчина. Так интересно, представьте, я на вот эту вот карту, она же часто на вас выходит, да, вот эта карта. Я спросила, это мужчина или женщина плетет интриги? У меня вышла вот на эту карту мужчина, чтобы я даже не сомневалась. Но я все равно уточнила. Да, странные карты такие, какие-то странные карты. Ну, скажем так, вот тут вот в вашем окружении мужчина, который раньше, девочки, тут мало того, что он считал вас другом, может быть, изначально у вас были дружеские отношения. Сейчас человек то ли мало о вас знает, то ли сознательно себе вот как будто бы надевает на голову на глаза повязку, закрывает. Как будто бы даже почему-то старается отрицать то, что то ли вы были друзьями, то ли хотел бы это забыть даже как-то. Знаете, как вот, не отрекаются любя, а тут что-то такое, тут карта башня вышла. Башня и воровство. Вот очень похоже на вашу сигнификацию. Если у вас с каким-то мужчиной проходило в прошлом, то на карте воровство. Ситуация, где отношения были трудно реализуемы, да, влияние третьих лиц. Вот тут что-то не сложилось с теми отношениями. Это очень похоже, что это товарищ выходит. Потому что тут мужчина, тут воровство, и тут башня. Будто бы разрушается то ли прежнее какое-то восприятие вас. Ну, или если в прямом смысле читать, то пытался мужчина как-то в карте воровства, может быть, знаете, и вашим, и нашим на двух стульчиках сидеть. Какая-то такая ситуация. Воровство — это же когда человек берет, а в ответ особо и не планирует ничего давать. Да, как-то так. Вот тут что-то такое могло быть. Если он не свободен там, или у него какие-то были еще варианты. Ну, вплоть до того, что у человека были планы там воспользоваться какой-то ситуацией, от вас какой-то ресурс взять, опять-таки, воспользоваться во всех смыслах, да. А башня не сложилась так, почему-то не получилось так, как он хотел. В прошлом, друзья, по крайней мере, позиционировался как человек. Вот эта карта, почему-то мне идет вот сочетание этого всего. Может быть, рядышком с этим мужчиной вы могли раскрываться вот в полной мере, почувствовать себя такой сексуальной, желанной. Какой-то вот потенциал такой раскрылся. Может, ни с одним мужчиной вы рядышком так себя не чувствовали. При этом я не буду говорить, что он тут вкладывался как-то в ваши отношения, что-то творил такое, прям, прикладывал такие неимоверные усилия для того, чтобы вы такое себя чувствовали. Вот, девочки, такой опять-таки подтекст, как будто бы просто рядом с ним вы кайфовали. И давали ему вот это ощущение, что ты лучший, с тобой мне так хорошо. Вот как-то тут такое. Но опять-таки, показано, мы же смотрим на этого мужчину все-таки, да. Мужчина не свободен. Опять у него тут тоже глаза завязаны, девочки. По этой карте нарисовано. И связаны. То есть есть ограничения у него. У кого-то не свобода. Тут даже ментальная, да, у человека какие-то свои ограничения, свои тараканы в голове. У кого-то это... Опять-таки, может быть, женат, какие-то обязательства, еще что-то в этом роде. Но мне показано, человек по карте двойка кубков любит, но по луне для него это такая, как любовь-зависимость больная, где он до конца не может понять, может быть, в отношении вас. То ли друг вы, то ли враг, и почему все так. Ой, скоро стихами буду разговаривать. Так, девочки, что еще? По луне, кстати, у мужчины могут быть зависимости какие-то, или любитель в каких-то созависимых отношениях постоянно присутствовать, где тоже какие-то эмоциональные качели, неопределенность, третьи факторы, может быть. По луне еще может быть, извините, какой-то тип, не то что восприятия жизни, а реакции, вот, психика женская, какие-то проявления могут быть. Объясню, приведу пример. Он может быть очень мужественный. Тут по рыцарю мечей еще он выходит. Он может быть даже грубый. Он может такой быть, знаете, как вам сказать, рыцарь мечей. С интеллектом все в порядке, но может быть агрессивный. Кстати, еще и тут и луна может быть любителем там
быстрой езды. Вот такой мужественный, да, такой какой-то, может быть, даже подчеркнуто какой-то брутальный. Вот этим он даже может цеплять. Тут любитель поспорить, отстоять. Тут, знаете, моя правильная позиция твоя вообще не факт. Я во всем прав, если не прав, смотри пункт 1, да. Может быть тут какие-то, ну, как будто бы даже не выбирать особо выражений, вот, не задумываться. Такой брутальный какой-то, вот, я даже не знаю, как он. Но при всем при этом, почему я говорю, почему женские какие-то проявления, вот по Луне сюда же. Ты ожидаешь от него, вы ожидаете от него, что вот он такой же, что мужественный весь такой, ну, раз такой, значит, возьмет как-то ответственность на себя, будет проявляться вокруг вас, как-то серьезные поступки какие-то совершать. А он тут, допустим, с мужчинами, вот с коллегами там или еще с кем-то там вот так себя ведет, да, с друзьями даже. А в отношении вас вы тоже ожидаете решительности какой-то, а он тут сделает шаг вперед, 3 назад. И вы вообще нифига не можете понять. Я же говорю, тут по Луне может такой какой-то характер, он от вас может ждать первых проявлений, он может лишний раз там ждет, пока вы ему перезвоните, или еще что-нибудь такое. Вот какое-то такое, знаете, как будто бы ощущение, как будто поменялись местами, да, мужчина и женщина. Он ждет от женщины каких-то мужских каких-то поступков. Вот такое может складываться, девочки. Почему? Потому что там так сам он по себе рыцарь мечей, он конфликтный, может быть агрессивный, опять может быть экстремальный спорт, вот такое вот что-то, адреналинозависимый, все сюда может быть. Но при всем при этом, я же говорю, и с интеллектом все в порядке тут выше среднего. Но как будто эмоциональный интеллект, не то, что не буду говорить, что на уровне ребенка, потому что Паш Кубков, это какой-то такой, может прийти там поздороваться, привет, улыбаться и ждать, что там, уж не знаю, дальше вы будете развивать ситуацию, брать все в свои руки. А потом, если вы берете ситуацию в свои руки, он может быть даже, да, испугаться и сбежать, как какой-то ребеночек. Ну, как-то так вот тут. Вот почему-то мне так идет. Не знаю, такой товарищ пришел. Так, и что еще? Такое вот тоже ощущение, как будто бы вы могли долгое время пребывать в каких-то непонятных типа дружественных отношениях, при этом вы надеялись, может быть, на что-то большее. Я же говорю, цвели и пахнули. Правильно сказала? Ну, в общем, правильно. Цвели и пахли. Так. Дело в том, что тут, похоже, мужчина, с его стороны какие-то вот хитрость какая-то была, лицемерие. По сцене тут изображена фигурка лисы. Лиса — это меняет человеческие лица. То есть человек перебывается в воздухе, обличие меняет, приспосабливается, хитрит. А вам, похоже, рядом с вами такая карта, как будто бы это все надоело. В один момент, может быть, вы прочувствовали, что отношения то ли на месте остановились, то ли вообще не тот формат они или несут, или приобретают, вообще не туда куда-то идут, не так, как вам хотелось бы. Тут как будто бы освобождение, то ли вы расстались с этим мужчиной, то ли вы ментально как освободились от него, то ли выбрали себе другой путь. Привязанность. Такое ощущение, как будто бы вы от этой привязанности, какой-то, может, зависимости от него, именно вы освободились. Вот тут 100% может быть влияние на него магическое, потому что тут вышли карты, эти вот оморочка и обратный ход колеса. Это оморочка, это когда влияние, допустим, третьих лиц, там кто-то там применяет эти же ритуальчики всякие. То есть как будто бы отношения с вами могут на время заканчиваться, да, оморочка. Это как будто бы ощущение такое, что он на вас смотрит, и ему вообще, вот если раньше он видел вас друга, да, вот так вот, тут в один момент ему могут как глаза перекрывать, наоборот, ему кажется, что, ой, да, это вообще вы не та, за кого вы себя там пытались ему, типа, казаться, да, не та, совсем не та, как будто бы подмена понятий, в общем, что-то тут такое. Кто-то может просто как будто бы в ушки ему вливать по поводу вас, что вот, да, она не та. И обратный ход колеса, отношения могли развиваться вяло, как-то непонятно, а потом вообще как будто бы назад откатилось все, и вы логически сидите и пытаетесь понять, да что я делаю не так, ну что не так происходит, ну что-то явно не туда идет. Ну тут наличие третьих лиц, треугольники, опять повторяюсь, у мужчины может быть еще одна женщина, или у вас еще один мужчина.
Опять-таки, мужчина в себе очень много тайн хранит, непроявленное. Для него очень важно показывать себя с одной стороны, да, может быть там, ну, где-то публика морали, да, какой-то добропорядочный, какой-то уже, не знаю, семьянин, ну, неважно, одобрение социума важно для него. А где-то там, где их никто не видит, не знает, может там зажигать, отрываться. Иногда, может быть, даже как-то по-детски себя вести, настолько как-то взбалмошно, непонятно. При этом, какой мужчина, ну, у кого-то, понятно, проиграется, что мужчина не свободен, еще тут подсказочка, детки могут быть, да. Карта звезда, сам по себе ну, потенциал огромный у мужчины. Мужчина идет к какой-то своей мечте, цели, может быть талантливым очень, с интеллектом все в порядке. Внешне, кстати, может создавать впечатление такого, знаете, иногда вот он ведет себя то как-то раскованно по-детски, да, даже необдуманные поступки какие-то может совершать, а очень часто первое впечатление может быть таким надменным, холодным, отстраненным, типа с короной на голове. Что-то такое, девочки. Не знаю, узнали вы, не узнали. Ну, такой мужчина, знаете, как будто бы он где-то уже искушенный, где-то уже он знает. И тут не было карт каких-то манипулятивных, но вот так вот как будто бы типаж такой. Он может считывать эмоции других людей, какие-то вот эти болевые точечки нащупывать легко довольно-таки. Вот подстраиваться, вот как-то так. Я даже не могу сказать, что это с каким-то таким прямо негативом, но вот какой-то такой мужчина. Так, и в чем же, собственно, да, нас интересуют интриги, интриги расследования. Кто там плетет, вот этот мужчина плетет интриги в вашем окружении. Такое по ощущениям, как будто вы с ним даже уже как подрастались. Какого рода интриги? Так, интересно, интересно. Так, сейчас буду уточнять. Тут карта. Так, это вы. Что это карта? Опять. Павлин, вы. Ой, почему-то тут какой-то рассказывает он кому-то. Вот это что-то, что я могу тут выборочно так прям выхватываю. Рассказывает почему-то кому-то, что вы сейчас могли попасть в сети к какому-то мужчине, да, у вас токсичные отношения с кем-то, при этом идет такое, как будто бы карта собака, что мужчина к вам находит вот такой, как будто бы проекция через те отношения где-то, которые были у вас, и у него идет проекция на ваши взаимоотношения. Он даже может ничего о вас не знать, потому что тут карта как будто подглядывает где-то. Он может рассказывать о том, что какой-то мужчина вас то ли как в свои сети заполучил. Тут огонь. Тут может будто бы он еще очень ревнивый, этот ваш новый избранник. Вот такое может рассказать. Так, при этом почему-то он тут наговаривает на этого вашего мужчину, потому что я уточнила, на вас нет, вы как будто бы, вы жертва манипуляции, вами манипулирует какой-то тут павлин самовлюбленный. Девочки, ну да, какой-то мужчина. Типа вот это вот на него карта вышла, мужчина, от него как будто бы вы освободились, а нашли себе, то ли с каким-то мужчиной вы в отношениях, ну типа не самый лучший вариант, вот так я мягко скажу.
Тут по павлину типа самовлюбленный, карта воин, мужчина, который на самом деле, будто бы вот он говорит, что в перспективе этот мужчина вам принесет разочарование, он сам может разрушить. В общем, если вы этого товарища то ли оставили, то ли так сложились обстоятельства, вы разошлись, да, и причем, ну, не цепляетесь, там, не пытаетесь его удержать, там, не целуйте его следы на песке вот этого товарища, который ушел, вот этого, ну, которого мы смотрим, то у него такая позиция, как будто говорит, она себе нашла, но она еще пожалеет. Она еще пожалеет, в общем, ни того, ни на того она променяла. В общем, как-то так. Тут первая карта, бумеранг и башня. Опять-таки, вот почему-то, ну вот просто вот эти карты мне говорят, как будто бы вы типа, он может говорить о том, что вы ищете себе или искали лучший какой-то вариант почему-то, вот, как будто бы, ну, тот, который бы вас удовлетворял, как вашу вторую половинку, назовем это так. Может быть, пытались вы избежать каких-то ошибок, но все равно как будто бы вы выбрали то ли какого-то партнера, то ли у вас в принципе как подход к выбору партнеров какой-то такой, типа вы пытаетесь избежать, может, уже третьих факторов, да, допустим, если там не свободны, но почему-то он говорит, что вы выбираете партнера токсичного, и по башне все равно разрешения у вас будут. Ну, вот тут что-то как-то он говорит о том, что вот выбирает, а не тех. Или типа урок типа усвоила, что не нужно там в отношения входить там с несвободными мужчинами или еще с не до конца разведенными, да. А все равно выбираете что-то не того, по его мнению. Так, опять-таки. Так, о чем это? Так, это вы в волнительном ожидании. Сейчас буду уточнять, о чем это. Вы в волнительном ожидании. Нет, это он. Это кто в волнительном ожидании? Девочки, тут даже при этом показано, что даже он не рассказывает никому, он воздерживается от рассказов о том, что он находится в волнительном ожидании, при этом находится в состоянии по черной кошке. Черная кошка в черной комнате. Вы даже не смогли узнать, не прочитать, чтобы никто не узнал о том, что он искренне надеется, что ваши отношения не удастся. Ну, типа, или не удастся спасти с кем-то, или они не сложатся. Вот как будто бы вот, тут как скорпион, и тут горы, это препятствия какие-то. Он скрывает от всех о том, что он ждет, надеется, о том, что у вас тут. Вы, может, с кем-то пытаетесь выстроить отношения, потому что он прекрасно понимает, что по карте сила вы привлекательны, вы сексуально привлекательны для, может быть, еще каких-то мужчин. Но он говорит, она пускай там пробует, но по карте Луна, и тут карта коса, как будто бы, ну ничего у нее не сложится, у нее муть какая-то будет, по карте коса все рассыпется, все как будто прахом пойдет. Он говорит, я даже воздержусь от каких-то типа замечаний по поводу чего, по поводу того, что он этого ждет. Тут он гадости про вашего там избранника, про неправильный ваш выбор, про ваши критерии какие-то, про ваш подход к жизни, к выбору партнеров. Он тут говорит об этом. Но о том, что он ждет, пока это все у вас быстренько закончится, он не говорит. И поэтому карта кресла говорит, типа, ну так сложилось у нас уже, как сложилось. Вот, и будто бы, ну подожду еще. В общем, она как будто очередного какого-то сейчас выберет, или с каким-то, может быть, если у вас есть там постоянный избранник, вот у вас вот бы вы токсичные отношения эти проживете, какими-то трудностями вы столкнетесь. Ну вот как-то так. Так, это об этом. Ой, карта букет. Сори. Чем опять шансы клевер? Он говорит,
Я прекрасно понимаю, что она, допустим, привлекательна, она может быть привлекательна для многих, и вы тут не глупая, вы прикладываете усилия для того, чтобы, правда, вот эти вот какие-то препятствия обойти, пройти, шансы берете. Но, говорит, опять-таки, если она надеется, вот она идет в отношения, что с этого что-то получится путнее, толковое, типа карта кажется, что замуж она там выйдет, или это будет стабильное отношение, а может быть вы замужем. Ну, тут он опять-таки подтекст такой, как бы она не спасала отношения, карта соль, да, вот тут, и карта букет, это как бы яркость, какую она не приносила, потом, может быть, для того, чтобы быт какой-то разнообразить. Карта соль, это опять-таки как очищение какое-то. По карте клевер это шансы брала, может быть, с не одним партнером даже. Какие бы она стратегии не выстраивала, чтобы спасти, чтобы наладить. Он говорит, это безумие. Почему-то он говорит, карта смерть. Говорит, нет, вот не получится у нее. Вот чуть ли не как будто бы человек тут, знаете, как ворона сидит и каркает. И говорит, да нет, вот что бы она там ни творила, у нее все равно это безумие, ничего у нее не получится. Да почему у вас ничего не получится? Это он? Это кто? Почему-то он говорит, что тут мужчин вы выбираете, тех, которые сами разрушают, потом разрушение идет от этих отношений. Но изначально то бы выбор партнера неправильный, отторжение. А какие же нужны, по его мнению, какие же вам партнеры нужны? Тупик. Вообще никакие. Ты хочешь сказать, что только ты ей подходишь? Ух ты, а что это семья? Что с тобой семью? Стабильную. Так ты же не готов. Все меняется, все течет, все меняется. По карте парусник. Почему не готов? Может быть, новые времена придут, новые течения, прибьет этот кораблик. Ну, девочки, тут знаете, это так абстрактно. Он говорит, типа, какого бы вы ни выбрали партнера, вам никакой тупик не подойдет, кроме него. А вот с ним тут семья, стабильность. По карте парусник. Вот, все может быть. Офигеть. Вы мне сейчас напишите, что нам никогда ничего не предлагал. И с его стороны никаких не было движений нормальных, а уж тем более в сторону семьи. Ну, может, он и сейчас не готов это предложить. Но вот как будто бы он говорит, вот только, ну, при этом, при всем, он говорит, вот только со мной у нее может что-то и сложиться. А ты готов как-то проявиться в сторону той девочки, которая смотрит расклад? Ух ты, карта букет, вот смотрите. Готов. Ну, романтические какие-то такие яркие проявления. Так, конфетно-букетные. А дальше? А дальше манипулировать буду ей. А дальше? А дальше, может быть, столкнетесь с тем, что ну, я не совсем готова, у меня не хватает средств для чего-то стабильного, серьезного. То есть, девочки, вот красиво там как-то, не обязательно даже букет цветов вам подарить. Красиво войти в вашу жизнь во всех смыслах, да? Проявиться. Появиться на пороге там с одной гвоздикой в зубах. Он готов, может быть, да. В лучшем случае, там, не знаю, на чашку кофе позовет в какую-нибудь кофейню. А потом начнутся манипуляции тем, что, ну, у меня недостаточно средств. И вообще, я тебе ничего не обещал. Ну, а дальше... Ух ты, а дальше как-то радуга и семья. Ну, смотрите, это как призрачное. Вот такое, может, знаете, как перед носиком у вас вот... Знаете, забрежил свет в конце туннеля, знаете, как у ослика, который по кругу бегает и выполняет работу всегда сам за партнера, да, скажем так. Морковку эту держит, и он за эту морковку призрачную готов переработать кучу дел переделать. Это башня. А потом говорят, что это всего лишь как иллюзия. Это вот какая-то морковка такая для этого ослика. Башня почему-то. Что игра какая-то. Ну, в общем, девочки, не обольщайтесь сильно. Смотрим по каким-то действительно поступкам мужским. Ну, тут картина какая-то. Вот чего ты, товарищ, творит? Какие интриги плетет. Тут с кем-то рассказывает, делится какими-то вот по поводу вас умозаключениями. Не умеете вы партнеров выбирать. Выбирайте каких-то недостойных, которыми у вас нифига не получится. Как бы вы ни старались, какой бы вы тут красоткой привлекательной не были, какие бы вы тут... Какая бы умничка не была, стратегии не строили, шансы какие не брали. Это чистое безумие надеяться на то, что у вас с кем-то получится. То ли у вас характер какой-то, то ли вы в принципе не умеете делать выбор в сторону правильных партнеров. А правильно это он.
и с ним бы у вас было бы счастье. Ну, тут только один нюансик такой. Если станет вопрос, он дальше конфетно-букетного периода идти не готов. Ну, сами понимаете. Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо большое за то, что вы со мной. До новых встреч.